Есть увага. Боже мой, за что мне это все? Послушайте, нам нужно узнать, что вы видели и как это произошло. Вы меня слышите? Чума, Зиновий Викентьевич, я в шоке. Вань, узнай у Боба Марли, что он видел, и дай ему водички. Маша. Так, уважаемые, здесь работает следственная группа. Посторонним нельзя. А ей есть следственная группа, можно сказать, лучшая ее часть. Здравствуйте, Степан Степанович. Здравствуйте. Вы то воду пьете, то едите, Зиновий Викентьевич. Ну, для здоровья нужно. А что тут у вас? Ну, пока не прискакала ваша протеже, у нас все хорошо. Да, Олег Анатольевич? Да. Знаете, думаю, несчастный случай. Да. Но вот личность погибшего не установлена. Так чего вы ждете? Давайте, доставайте его, устанавливайте личность. Я что, враг себе? Я без судмедэксперта, Степан Степанович, к трупу не прикоснусь, я умный. Ну а где Инга? Она перед нами не отчитывается, да? Кстати, опаздывает на 40 минут. 40 минут. Так, парашют целый? Цел. Значит, точно несчастный случай. Давайте доставать труп, а то сейчас понабегут журналисты, шум поднимется. Мне и так уже столько по шее надавали. Давайте без Инги начинать. Давайте. Я бы не торопился. Приедет Вилкас, истерика будет. Кто здесь начальник, я или… Вы. Оденьте перчатки, бросьте морковку и начинайте работать. Берите аккуратно только. Я уже сфотографировал. А что происходит? Степан Степанович? Смотрите. Олег Анатольевич? А что здесь происходит? Почему труп увозят с места преступления до того, как я осмотрела место Я преступления? предупреждал. Сейчас истерика начнется, смотрите. Инга Викторовна, я смотрю, у вас хорошее настроение с утра. А вы чем вообще думали, когда вы улики уничтожали? Я думал о том, что у каждого из нас кучу своих дел. Кроме того, как вас ждать. Вы не беспокойтесь, Инга Викторовна. Я не первый год работаю, все улики на месте. А я знаю, как вы работаете. Побыстрее бы все сделать и свалить. Кстати, а почему вы все еще здесь? Вас не уволили? А я вижу, вас беспокоит мой уход. Больше мне думать не о чем. Да, поэтому вы все время и думаете об этом. Так, все, закончили базар. Это я распорядился, чтобы труп вытащили из бака. И это ты во всем виновата, а не надо было опаздывать. На 40 минут. Степан Степанович, я опоздала всего на 30 минут. Зачем вы все улики уничтожили? Мне как теперь работать? Все, не кипишуй. Это несчастный случай. Это не несчастный случай. Шлем на нем был? Не было. Нет, а что? Это убийство, он бейсджампер. Подожди, с этого места поподробнее. Бейсджампинг. Экстремальные прыжки с высоких зданий, мостов, телебашен. Бейсджамперы никогда не пренебрегают экипировкой. Парашют на нем есть, а шлема нет? А этот взял и пренебрег. Решил выпендриться перед друзьями и пренебрег. Выпендриться перед друзьями, Зиновий Викентьевич, это выходка в вашем стиле. А бейсджамперы самоубийцами не бывают. Инга Викторовна, у вас есть хоть одна улика неопровержимая? Да. Или у вас только свои догадки? Скажите, пожалуйста, Олег Анатольевич, посмертный фибринолиз крови для вас достаточно неопровержимая улика, или вы не знакомы с этим термином? Я не знаком, это по вашей части, а у меня своя работа. Вот именно. В том-то все и дело.
У живого человека кровь сворачивается благодаря присутствию в ней высокомолекулярного белка фибрина. А у мертвых этот белок, он оседает и растворяется. Да. Поэтому кровь не сворачивается. Происходит это в течение 2 часов. А у нас здесь сколько времени прошло с момента, как наш парень прыгнул сверху, а его кровь уже не сворачивается? То есть вы хотите сказать, что во время прыжка он был мертвый? Именно. И минимум пару часов. Так что вместо того, чтобы уничтожать улики, Олег Анатольевич, вы лучше бы крышу нашли, откуда его скинули. Ты заканчивай здесь и жду тебя у себя. Степан Степанович, минутку, Степан Степанович. Я же вам говорил, скандалистка, скандалистка. Нет времени. Также на теле обнаружены множественные переломы ребер, позвоночника в результате падения с высоты. Инга Викторовна, вы все в трудах? Привет, Ростик. Здрасте, это вам. Вау. Какая прелесть. Это так мило, Ростик. В следующий раз лучше бургер и колу. Обиделся? Я сладкое не ем. Ладно, съем твои печеньки, но в следующий раз. А сейчас иди, что покажу. На теле жертвы внешних повреждений практически нету. Зато очень сильные повреждения внутренних органов и головы. Что это значит? Убийца его сбросил, чтобы что-то скрыть. Именно так. Тело как улика. Безымянное тело. Да. Уже не безымянный. Подслушивали, Олег Анатольевич? Да. Здрасте. Судя по документам, найденным в его рюкзаке, перед нами Никифоров Илья Иванович. Ручки потом не забудьте помыть. 25 лет, не женат, инструктор по бейсджампингу. Детей нет, жил на съемной хате с корешем. А что у вас? Какая причина смерти? Я понимаю, Олег Анатольевич, вы так спешите нас скорее покинуть, но мне пока вас не удивить, не порадовать нечем. Опа, а что это у нас, Ростик? Почему слизистая, такая бледная и сухая? Не знаю. Похоже, наш парень был отравлен каким-то высокотоксичным веществом. Мне нужна токсикология. Бегом! Пулей! А вам, Олег Анатольевич, что, нечем заняться? Так вы только скажите. У меня здесь работа непочатый край. Не, я пошел. А печеньки мои занесите в лабораторию. Вот сюда лучше поставить. Спасибо, что приехали на опознание. Присаживайтесь. Мы с Илюхой, как братья, были. Вместе с первого курса на мехмате учились. Только я закончил, а он нет. Бросил на 3-м курсе. Ну, его с общаги поперли, а я как раз квартиру снял. Забрал его к себе. То есть, по сути, вы его содержали? Только первое время. Он быстро себя нашел. Стал бейсджампингом заниматься и реально неплохие деньги зарабатывал, как инструктор. А кто ему помог стартануть? Ну, удовольствие не дешевое. Одна экипировка чего стоит? Да, бейс это не дешево. У него приятель был один из мажоров, химик. Он ему и помог. Обещал даже этот клуб бейса открыть. Но что-то после этого как-то просто пропал. А враги у него были? Может, какой-то клиент остался недоволен? Илюху все любили. Он классным был. Хотя был один врач. Илюха его девушку к прыжку готовил. И я не знаю что, но что-то пошло не так. В общем, разбилась она. Насмерть. Насмерть. Инга Викторовна, результаты токсикологии. Только вы не поверите.
Почему же? Тебе, Ростик, я верю всегда. О, ботулотоксин. Большая концентрация, 1 грамм. Теперь понятно, почему наш парень позволил себя с крыши сбросить. Путь введения. Вероятно, инъекция, потому что в желудке токсина нет. Значит, убийца из медиков. Возможно. Знаешь что? Перестань мне эти сушки носить. Я их ем. Почему? Очень вкусные. Вот и ешь сам. А вы по какому вопросу? Следователь Гончар. Мне нужен доктор Коломенский. Надо задать ему парочку вопросов. Хорошо. Здрасте. Доброе утро, Олег Анатольевич. Извините, опоздала. А какой кабинет? Вы что, за мной следили? Конечно. Вы же не оставляете мне выбора. Вы мне ничего не рассказываете. Приходится на ухищрение идти. А я, между прочим, первая поняла, что убийца врач. Как же я люблю вас, Инга Вилкас. Извините, пожалуйста, кабинет доктора Коломенского дальше по коридору. Благодарю. А я вас нет. Да, Илья был моим постоянным клиентом. 2 года назад он заработал серьезную травму плечевого сустава, а после этого у него начались посттравматические невралгии, от которых я его и лечил. А как именно вы его лечили? По-разному. Массажи, иглоукалывание, блокада ботулотоксина. А какой ботулотоксин использовали? Высокоочищенный, конечно. Типа А. Так а в чем дело, собственно? Дело в том, что ваш пациент мертв, и подозреваетесь в этом вы. В ночь убийства Ильи с понедельника на вторник, где вы были? Спал. После 2 суток дежурства. Спали. Целый день спали? Чудесно. А кто может это подтвердить? Наверное, моя собака. Я живу один. Максим Алексеевич, ситуация такая. Алиби у вас нет, а мотив есть. Так что я бы на вашем месте не шутил, а подыскивал бы новых хозяев для вашей собаки. Боже, да поймите, вы не убивал я Илью. А факты говорят обратно. Какие факты? Вы же ничего не знаете. Ну, так расскажите. И Инна сама виновата в своей гибели. Перед прыжком Инна сильно волновалась и выпила для храбрости. Я ничего не сказал. Так что ее смерть – это и мой крест. Илья, кстати, до последнего пытался спасти Инну. Так и получил травму плеча. Так что убивать его мне не было никакого смысла. Итак, мотива у Коломенского нет. А что, если на убитого зуб имел кто-то из коллег нашего врача? Ну, это сомнительно. Я узнавал. Одна ампула этого ботулотоксина, который используется в этой клинике, стоит 430 баксов. А для того, чтобы убить Илью, который весит 70 килограмм, понадобится 30 таких ампул. Ого, это почти 13 тысяч долларов, да. Ничего себе, Зиновий Викентьевич, какие познания. Вы, оказывается, еще и отличный бухгалтер, кроме того, что доносчик. Вы не пропадете. Степан Степанович, повлияйте, ну, сколько можно? Так, где Ростик? Смею предположить, выполняет очередное задание Инги Викторовны. Он же теперь на побегушках. Я, Зиновий Викентьевич, как будто бы слышу нотки зависти в ваших речах. Признайтесь, хотели бы оказаться на его месте? Не будьте такой самоуверенной, не дождетесь. Девушка, я вам еще раз повторяю, письмо пришло, но там нет результата анализа. Понимаете, из-за вас преступник, может быть, даже маньяк, гуляет по свободе. Ну, так бы и сразу.
Быть этого не может. Я просил не скандалить. А мы не скандалим. Мы интеллигентно выясняем отношения. Тем более, что здесь все свои. Правда, Олег Анатольевич? Простите, можно? Ну вот, я же говорил. Пришли результаты сравнительного анализа ботулотоксинов. Так вот, в клинике Коломенского используется медицинский ботулотоксин типа А в крови убитого типа С, то есть неочищенный. Оружие массового поражения. Печально известный XR. Так точно, я по нему курсовую писал. Взгляните, пожалуйста. Во время Второй мировой использовался в виде аэрозоля армиями США, Канады, Советского Союза. И учитывая, что всасывался он прекрасно в слизистую носа и глаз, от него умирали целое селение. Но в 80-х ООН его запретило, и он был полностью утилизирован. Ну, видимо, не весь утилизировали, Олег Анатольевич. Видимо, остался. Ростик, ты молодец. Зачем травить бейсджампера военным токсином? Его еще поди достань. А вот это вы скажите, ведь вы у нас следователь. У меня есть друзья в военном ведомстве. Попробую узнать, не было ли у них там неучтенки. Если утечка оттуда, то они могли этого не заметить. А если токсин попал в страну извне, придется связываться со службой безопасности. Паныч, прежде чем кого-то подключать, надо тщательно все проверить. Вот и проверьте. Надеюсь, справитесь без меня? Я-то проверю, но не этот бред с оружием массового поражения. Я проверю реальную версию, Инга Викторовна. А у вас есть реальная версия? Интересно послушать, какая. Пожалуйста. Убийцу надо искать в окружении Ильи, среди бейсджамперов. Иначе как объяснить, что убийца сбросил труп, чтобы это было похоже на прыжок с парашютом, а не на обычное падение? Это не каждому под силу. Красота. Прям-таки благодать. Мужики, привет. А где тренер по бейсджампингу? Воу. Я вам звонил насчет экспертизы экипировки. Я поняла. Пройтись не хотите? Да, можно. Скажите, а запустить бейсджампера без подготовки сложно? Ну, если это пайлот-шут-ассист. Когда вытяжной парашют находится в руках ассистента, то несложно. Главное понять принцип. Но опыт тоже нужен. Я, например, смогла ассистировать только после своего 300-го прыжка. Ну, таких, как вы, я так понял, раз-два и обчелся. Да, человек 20. Ну, где ваш костюм? Это костюм Ильи, я права? Да. Вы были знакомы? Мир бейсджампинга очень тесен. Так. Вот это скорость. Инга Викторовна, я тут подумал, бургеры, конечно, это вкусно, но не очень полезно. И поэтому разрешите пригласить вас на обед. Взгляни-ка сюда, коллега. Трупная плесень. Любопытно, да? Как минимум через неделю должна была появиться. Вот именно. И
появилась она только в одном месте, вот здесь. Так, быстро мне анализ соскоба. Молниеносно. А как же обед? Чего? Обед. Да. Обед – это очень хорошо. Очень хорошо, Ростик, но не сейчас. Не сейчас. Давно вы порвали с Ильей? Год назад. Я просто устала бороться с его зависимостями. Сначала это были карты, потом адреналин. У него было время для всего, только не для меня. А кто ему подарил экипировку? Альберт, сын химического магната. Они еще здесь познакомились, когда Илья его учила прыгать с парашютом. Затем увлеклись бейсом. И Альберт помог ему с экипировкой. А где найти этого Альберта? Я хочу ему задать пару вопросов. Он как-то внезапно исчез года полтора назад и больше не появлялся. Илья это как-то объяснял? Да нет. Понимаете, просто Альберт не мог пропустить ни одной юбки. И ко мне попытался подкатить. Я его отшила. А однажды он явился под дурью и пытался руки мне заломать. Ну, я его и приложила. Больше он не показывался. Илья об этом знал? Да нет. Я ему не говорила. Илья слишком от него зависел. Это же Альберт его втянул в азартные игры. Сначала давал в долг. Когда Илья втянулся, перестал. Таким образом, у Илюши появились карточные долги. Думаю, они его и погубили. Извините. Спасибо вам. Итак, наш подозреваемый Пахалович Сергей Григорьевич, 69-го года рождения, бывший десантник, неоднократно задерживался за мошенничество и организацию незаконного игорного бизнеса «Подпольное казино». Роскошная версия, Олег Анатольевич. Вы это серьезно? Она у вас рабочая? Основная? Да, Инга Викторовна, я серьезно. Илья приходил к своей бывшей девушке и просил у нее 50 тысяч долларов, потому что должен был эту сумму Пахаловичу. А Пахалович угрожал Илье. Так. А вам не кажется, что экономически невыгодно убивать своего должника, как минимум? Согласен. Невыгодно, но показательно, чтобы другим неповадно было. Плюс он бывший десантник. А я тоже умею управляться с парашютом. Знаете, сколько у меня прыжков? И что, я теперь после этого убийца? Это классный метод, Степан Степанович. Давайте теперь убийц искать по парашютной принадлежности. Инга. Браво! Давай не нагнетать. Вот, кстати, я выяснил, что на одном из складов боеприпасов был пожар. Во время пожара исчезло несколько канистр опасного вещества. Угадай, какого? XR? Да. Ладно. Если моя версия окажется нерабочей, я займусь вашей. Но я уверен, что я на верном пути. Главное, Олег Анатольевич, никогда с вашего пути не сворачивайте. И тогда, может быть, к пенсии добредете до генерала. То есть вы не отрицаете, что Никифоров задолжал вам 50 тысяч долларов? Может, и задолжал. Я многим помогаю. А что, собственно, случилось? 3 дня назад он был найден мертвым. И единственный, кому это было выгодно, это вы, Пахалович. Послушай, начальник, у тебя есть твои принципы. Вот у меня они тоже есть. И один из них в том, что даже самый бесперспективный, но живой должник интереснее мертвого. Согласен. Но иногда долги надо выбивать силой,
А это дело тонкое, может выйти из-под контроля. Куда девать посиневший от побоев труп? Утопить? Не модно. А сбросить его с высотки самое оно. Здрасте. Ой. Инга Викторовна, позвольте вам помочь. Пожалуйста. Благодарю вас, Зиновий Викентьевич, вы такой галантный. Да. Я просто так воспитан. Знаете, я вырос в приличной семье. Позвольте, я вам дверь открою. Ох, нет. Гоголь? Гоголь. Перечитываю. А знаете, чего Гоголь больше всего на свете боялся? Чего? Естественно. Быть погребенным заживо. Он боялся впасть в летаргический сон. А знаете, что к летаргии приводит? Нет. Самый обычный ботулотоксин. Мне этот вопрос уже дня 3 покоя не дает. Я понимаю. Я понял, на что вы намекаете. Но я не настолько стар, чтобы колоть ботокс. И вообще, открывайте дверь сами. Летаргия. Алиби, говоришь? Вот мое алиби. Последний раз я прыгал с парашютом 7 лет назад. Как видишь, не очень удачно. А в день смерти пацаненка я был в больничке на плановом обследовании. Илья приходил ко мне незадолго до смерти. Предлагал партию ботулотоксинов. Еще долго. Но я таким не интересуюсь. А когда именно это было? Да с неделю назад. Так, печень. Кило 300. Это норма. Печень здорового человека около 1,5 килограмм. Сердце, я считаю, нет смысла взвешивать. Оно практически не повреждено. Легкие тоже целы. К вам едет ревизор? Недостачи боитесь? Крайне удачная шутка, Олег Анатольевич. А может быть, просто честно признаетесь в том, что у вас версия с хозяином казино провалилась, и вы пришли мириться? Может, это вы, Инга Викторовна, признаетесь, что вам надоело со мной воевать? Нет. То есть я не прав. Я, Олег Анатольевич, от войны с вами получаю эстетическое удовольствие. Ладно. Я пришел мириться. Что у вас новенького? Ростик. Мы пересчитали соотношение единицы ботулотоксина на 1 килограмм массы тела и пришли к выводу, что доза, найденная в крови жертвы, не была смертельной. И что это значит? Это значит, что целью убийцы была не смерть жертвы, а погружение в летаргический сон. То есть это как труп, только живой. Но зачем? Возможно, для трансплантации органов. Когда человек в летаргии, то он жив, но парализован, что крайне удобно для доставки донорских органов. Вы написали в отчете, что все органы на месте. Да, но некоторые из них повреждены настолько сильно, что мы решили проверить, а вдруг чего-нибудь не достает. Вам не кажется, что это сильно сложно, Инга Викторовна? Это нужно достать этот… Ботулотоксин. Да, рассчитать дозу. Именно. Это очень сложно. Такой под силу только высококлассному химику. Я бы даже сказала гению. Ну, Менделеева я вам не обещаю, но один химарь у меня есть. Это вынужденная мера. Евгений Викторович, нам нужно поговорить с вашим сыном. Где он? Я говорила, что к вам нельзя, но они меня не слушают. Так, девушка. А что вы себе позволяете? У вас что, ордер есть? Юрий, оставь их. Зачем вам понадобился Альберт? Он что-то натворил? Он подозревается в убийстве. Нам нужно его допросить. Это невозможно. Вот уже 2 года он находится за пределами страны. Отличная попытка, но нет. Мы проверили. Ваш сын страну не покидал. Я вам говорю, он находится в Германии на учебе.
И прошу вас очистить мой кабинет. Юрий, вызови адвоката. Так, без рук. Прошу. Надо было додуматься. Врываться в кабинет такого человека. Сына они его искали. Вы хоть бы справки навели про этого сына. Вот, полюбуйтесь, что прислал Горбачевский-старший. Вот на этого парня вы собираетесь повесить убийство. А это точно он? У Горбачевского нет другого сына? Нет другого сына. 2 года назад он пережил клиническую смерть из-за передозировки наркотиков. Его, конечно, откачали, но мозг существенно пострадал. Остался жить только мужичок. Ого. То есть он не осознает себя как личность. Это очень страшно. Да, это страшно, Инга Викторовна. Особенно это страшно, когда вот такие вот, как вы, пытаются на него повесить убийство. Об этом нигде не писалось, я же проверял. Да, конечно, не писалось, потому что Горбачевский это скрывал, даже от своих сотрудников скрывал. И вообще это ваша история с литургией, полная чушь, врываются. Хотим поговорить с Альбертом. Молите Бога, чтобы Горбачевский не подал на нас в суд. Иначе нам конец. Инга Викторовна? Здрасте. Олег Анатольевич, вот вы же умный. Скажите мне, я что упускаю? Ну, как минимум, возможность отведать вкусную шоколадку. Вау. Благодарю. То есть больше не будете таскать мне мерзкий кофе? Не буду. Спасибо. А вот Зиновий Викентьевич что, не делал фотографии с места преступления до того момента, как вы вытащили труп из бака? Почему же фотографировал? А где эти фотографии? Почему я их в деле не вижу? А это что, не они? Нет. Это после. Вы их где взяли? На кресле. Сколько крови вокруг головы? Не хватает чего-то, верно? И это что-то, это мозг, которого там не было изначально, уже в тот момент, когда тело сбрасывали с крыши. То есть вы хотите сказать, что убийца изъял мозг и выбросил тело с высотки, чтобы скрыть это? Именно так. И именно поэтому на Илье не было шлема. Что вы от меня хотите? Я вашему начальнику уже все рассказал. Мой сын находится там, где должен быть. В частной клинике на лечении. Евгений Викторович, скажите, а в этой клинике случайно не проводятся безумные эксперименты по пересадке мозга? Что? Какие еще пересадки мозга? Так, понятно. Без адвоката я больше не скажу ни слова. Стоп. Евгений Викторович, кажется, адвокат понадобится не вам, а вашему заместителю. Где он сейчас? Я думаю, в клинике у Альберта. Он часто его навещает, у меня времени нет. А что? Похоже, и нам пришло время вашего сына навестить.
когда-нибудь очнется. Я тебя спрашиваю. Думаю, через пару дней. Ну, никак не раньше. Он неделю уже лежит. А ты все думаешь? За что я тебе только деньги такие плачу? Ты раньше хоть ходил, а теперь труп трупом. Что вы творите? Юра, они говорят о какой-то пересадке мозга. Что за чушь? Гражданин Готфрид, вы арестованы по подозрению. А ну назад! Юра! Сюда! Юра, зачем тебе это нужно? Хотел посмотреть на твою рожу, когда ты все узнаешь. Юра, мы же друзья. Ага, друзья. Ты себе всегда гробастал все самое лучшее. А теперь, чтобы все досталось твоему недоумку, сыночку, наркоману чертову. Вы решили этому парню вменяемость вернуть с помощью пересадки мозга? Хотели получить себе управляемую марионетку? А вы не в курсе, что операции по пересадке мозга невозможны? А, так ты умная, да? Не то, что это. Инга Викторовна, вы как? Ты хоть понимаешь, что произошло? Погибло 2 человека. 2 человека. 2. Степаныч, человек был преступник, и по-другому было невозможно. Помолчи! Когда с тобой старшие разговаривают. Ты об Олеге подумала? Что с ним теперь будет? Он убил подозреваемого. Это была самооборона. Самооборона? Ты... Это пятно на его репутации. Причем на всю жизнь. Это накануне его перевода и повышения. Все, у меня терпение лопнуло. Значит так, с завтрашнего дня никаких выездов, кроме как на место происшествия. Степан Степанович. Все, уходи. Ты же не человек. Ты же вилка в заднице. Иди. Ты меня слышишь? Там невозможно было поступить по-другому. Все! Все, иди отсюда! Вы хоть понимаете, что по вашей вине погибли 2 человека? И поскольку ваш подельник мертв, вся вина ляжет на вас. Я не знал, что донор был жив во время операции. Юра сказал, что он умер во время аварии. Я же сам проверял. У него даже пульса не было. Господи, где вас таких учат? Живого от мертвого отличить не можете. Примите наши соболезнования в связи с вашей утратой. Я не буду подавать в суд, потому что очень любил своего сына. Я считаю, что смерть для него – это лучший выход, чем существование, как они превратили его в растение. Он бы не хотел такого финала.
Здравствуйте. Инга Викторовна, а как вы догадались, что все это дело рук моего зама? Ой, ну, с замом там на самом деле все очень просто. Его выдало его собственное тело. Он, когда готовил убийство, он, видимо, очень нервничал, и у него на нервной почве обострился псориаз. И он его мазал глюкокортикоидным препаратом. А это препарат такого… Хорошо, проще. Когда ваш зам сбрасывал Илью с крыши, он, видимо, коснулся тела Ильи. И на этом месте начали быстро развиваться гнилостные бактерии, которые привели к образованию трупных пятен. И я все это на вскрытии обнаружила. Мне пора. Я вас провожу. До свидания. Да, я себе, конечно, правильную профессию выбрала. Как-то легче мне с мертвыми, чем с живыми. Как вы, Олег Анатольевич, выдерживаете эти объяснения с родителями, которые своих детей потеряли? Я не понимаю. Спасибо. Мне правда жаль, что все так вышло. И наши эти с вами дрязги и ссоры. Может, ну их?